Девушка с ужасом увидела, как огромный питон душит беременную, совершенно беззащитную кошку. Сара бросилась на помощь, но хватка питона оказалась слишком сильной. Девушка зарыдала, понимая, что кошку и ее нерожденных котят уже не спасти. Но в этот момент кто-то совершенно неожиданный пришел им на помощь. Сара всегда любила животных. С самого детства. Она мечтала о большом доме, где смогла бы приютить множество бездомных питомцев. Но пока эта мечта оставалась недостижимой. Сара жила в маленькой квартире в тихом районе на окраине города. Ее однокомнатная квартира находилась на втором этаже старого кирпичного дома. Несмотря на ограниченные возможности, она старалась помогать бездомным животным по мере своих сил. Особенно сильно Сара любила кошек. Она работала медсестрой в местной больнице и часто дежурила по ночам. Несмотря на усталость после смен, Сара всегда находила время для своих подопечных. Каждое утро девушка выходила во двор с пакетом кошачьего корма. Она раскладывала еду по мискам, расставленным в укромных местах. Миски были разноцветными. Сара специально купила их в зоомагазине, чтобы двор выглядел веселее и уютнее. Вокруг собирались бездомные кошки разных пород и размеров. Сара знала каждую из них и даже дала им имена. Особенно она привязалась к маленькой черной кошке с белым пятнышком на груди. Сара назвала ее Миднайт. У кошки были яркие зеленые глаза и небольшой шрам на левом ухе. В последнее время Миднайт заметно округлилась. Она была беременна и ждала котят. Сара волновалась за будущее своей любимой подопечной. Она понимала, что улица — не место для новорожденных малышей, но в ее маленькой квартире для всех не хватало места. По соседству с Сарой жил пожилой мужчина по имени Джон. Ему было около 70 лет, но выглядел он даже старше. Его седые волосы всегда были аккуратно зачесаны, одежда чистая и опрятная. Джон раньше был военным летчиком и участвовал во многих операциях. Его квартира была заполнена фотографиями, наградами и воспоминаниями о славном прошлом. Недавно он переехал в этот район и держался особняком. Почти ни с кем не общался и редко выходил из дома. Единственным его спутником был крупный золотистый ретривер по кличке Бадди. Бадди был не просто собакой. Он раньше служил в поисково-спасательной команде и участвовал во множестве операций по спасению людей. Сара не раз пыталась подружиться с новым соседом, здоровалась при встрече, предлагала помощь, но Джон всегда отвечал коротко и спешил уйти. Было видно, что общение его тяготит. От соседей Сара узнала печальную историю. Недавно Джон потерял единственного сына, Майкла. Молодой человек работал спасателем и погиб при исполнении служебного долга во время сильного лесного пожара. После его гибели Джон забрал к себе домой Бадди, пса своего сына. Это была единственная связь старика с погибшим ребенком. Узнав эту историю, Сара еще сильнее прониклась к Джону сочувствием. Однажды утром, выйдя во двор покормить кошек, Сара заметила, что Миднайт не пришла, хотя обычно она была первой у миски. Девушка забеспокоилась. Она обошла весь двор, заглядывая под кусты и в подвалы, но Миднайт нигде не было. Сара начала звать кошку по имени, но в ответ слышала лишь пение птиц и шум машин. Тогда она решила расширить поиски и пошла на пустырь недалеко от дома. Он был заросший высокой травой и колючими сорняками, которые цеплялись за джинсы, пока Сара пробиралась вперед. Через несколько минут она услышала слабое мяуканье. Сердце девушки забилось чаще. Раздвинув траву, Сара в ужасе закричала. Перед ней развернулась страшная сцена. Огромный питон обвил своими кольцами Миднайт. Змея была не меньше 2 метров длиной, с узорчатой коричневой кожей. Она медленно сжимала свои смертоносные кольца. Несмотря на шок, Сара быстро догадалась, что питон, вероятно, сбежал из соседнего дома, где жил безответственный любитель экзотических животных. От испуга девушка на мгновение застыла. Мысль пронеслась в голове. Она опоздала. Но потом Сара взяла себя в руки. Нужно было действовать. Она стала искать, чем можно отвлечь змею, но вокруг не было ничего подходящего, только трава и камешки. В отчаянии Сара закричала, зовя на помощь. Ее голос эхом разнесся по пустырю, но никто не откликнулся. Тогда она попыталась руками разжать кольца питона, но хватка оказалась слишком сильной. От бессилия Сара заплакала. И вдруг произошло невероятное. Отчаянные крики услышал Бадди. Он как раз вышел с Джоном на утреннюю прогулку. Пес насторожился, его уши встали торчком, а потом он резко залаял и потянул хозяина в сторону пустыря.
Джон удивился. Обычно спокойный и послушный Бадди никогда так себя не вел. Старик колебался секунду, но все же отпустил поводок. Пес сорвался с места и помчался на звук криков. Когда они добрались до пустыря, Джон увидел соседку, мечущуюся вокруг огромной змеи. В кольцах питона билась кошка, почти не подавая признаков жизни. Несмотря на возраст, Джон действовал мгновенно. Он схватил толстую сухую ветку, лежавшую неподалеку, и бросился к питону. Бадди встал рядом, шерсть на его загривке встала дыбом. Пес зарычал и начал атаковать змею, отвлекая ее внимание. Питон, чувствуя опасность, ослабил хватку, и Сара тут же выхватила Миднайт из кольца. Кошка слабо мяукнула, но жива. Питон попытался атаковать Бадди, но тот ловко увернулся, а Джон замахнулся веткой, отгоняя змею. Через несколько секунд питон уполз в траву. Сара прижимала к груди дрожащую Миднайт. По ее щекам текли слезы. От ужаса, облегчения и благодарности. Без Джона и Бадди она бы никогда не справилась. После этого случая Джон и Сара сблизились. Старик предложил приютить Миднайт до рождения котят. Через пару недель кошка благополучно родила 5 очаровательных малышей. Среди них был один с редким окрасом, полностью белый, с разными глазами. Сара и Джон вместе ухаживали за кошкой и котятами, а потом помогли каждому найти новый дом. История спасения Миднайт быстро разлетелась по местным новостям и в интернете. Она тронула сердца тысяч людей и привлекла внимание к проблеме бездомных животных. Это событие навсегда изменило жизнь Сары и Джона. Старик перестал сторониться людей, а Сара обрела настоящего друга. Вдохновленные происшедшим, они решили открыть небольшой приют для бездомных животных. Это было непросто. Бюрократия, нехватка средств, но они не сдавались. Джон использовал свои связи среди бывших сослуживцев, чтобы найти спонсоров, а Сара создала страничку в сети, где рассказывала о каждом спасенном животном. Через год их приют стал известен на весь район. Здесь находили дом десятки кошек и собак, а одинокие люди их друзей. Бадди стал настоящей звездой приюта. Он помогал социализировать испуганных животных, нянчился с котятами и даже участвовал в благотворительных акциях. Каждый год, в день, когда Бадди спас Миднайт, Сара и Джон устраивали день открытых дверей в своем приюте. Люди приходили всей семьей, дети играли с животными, а взрослые слушали историю, с которой все началось. О том, как доброта, мужество и любовь к жизни могут победить даже страх и смерть.